На фабрике Вику все считали простушкой. Не потому, что она приехала с глухой таежной деревни, а потому, что она всегда говорила то, что думала и, будучи искренней и самобытной, буквально светилась внутренним светом, который бывает только у тех, кого коснулась рука Божья. Девушка не пользовалась макияжем и не красила волосы, а также весьма скептично относилась ко всякого рода леггинсам или брюкам. Она была эффектной шатенкой, высокой и статной. В ее огромных и синих, как воды Байкала, глазах потонуло не одно мальчишеское сердце. Если бы Вика не оказалась такой скромницей, то в родном поселке, где ухажеры толпами околачивались у ее двора, она смогла бы менять женихов, как перчатки. Но, скорее всего, девочка пошла в маму. Евгения Владимировна была преподавателем русского языка и литературы в местной школе. Это, конечно, не могло не отразиться на ее дочери. Вика по памяти навскидку цитировала строчки из четверостишей Есенина, Пушкина или Лермонтова. Девушка могла утром увлечься Ремарком и Хемингуэем, восторженно отзываясь о их мастерстве, а вечером уже грустить над томиком Достоевского, сочувствуя князю Мышкину или Сонечке Мармеладовой. Мама, души не чая в дочери, отдавала ей себя без остатка, видя в ней свою преемницу, но судьба распорядилась иначе. Однажды, добираясь из районной школы в родной поселок, Евгения Владимировна попала в жуткую метель. До дома она дошла, конечно, но едва ступив на порог, без сил рухнула на пол. Ночью у мамы поднялась высокая температура, и дыхание ее стало хриплым и прерывистым. Супруг, Арсений Борисович, не находя себе места от охватившего его отчаяния, отправился за сельским врачом. Доктор, осмотрев больную, развел руками и сказал, что женщину срочно нужно везти в областную больницу. «Доктор, да как же мы доберемся туда в такую, то метель, снега к утру будет в аккурат по самую крышу!» Взволнованно прокричал отец. «Я, конечно, сделаю все, что смогу, но я не волшебник», – тихо сказал врач. Всю ночь Вика не отходила от стонущей в горячечном бреду мамы. На вторые сутки метель прекратилась, и поселок постепенно стал приходить в себя. С помощью техники, пригнанной из района, удалось расчистить большую часть дороги. К обеду маме вроде бы стало лучше, и Вика радостно скакала по комнате, благодаря силы небесной за помощь, но вечером Евгения Владимировна, всхрипнув в последний раз, покинула этот бренный и суетный мир. Ее буквально испепелил внутренний жар от воспаления легких. За эти двое суток ее тело уменьшилось почти вдвое, словно болезнь высосала из нее все соки. Смерть жены Арсений Борисович воспринял тяжело. Безумно тоскуя, он искал утешения на дне бутылки, но там, как известно, живет одно лишь горе, во 100 крат умножающее печаль. Возвращаясь с лесничества, где он состоял на должности егеря, он, на изрядном подпитии, упал с подводы и насмерть замерз в лютый мороз. Свою супругу он пережил всего на год, так, в одно мгновение, Вика осталась сиротой. Зная, как тяжело девочке-подростку в таежной деревне, ее приютила к себе соседка Клавдия Никитична. Женщиной она была отзывчивой и доброй, чтобы девочку не забрали в детдом, она взяла опекунство над ней. Давным-давно ее дети разъехались кто куда в поисках лучшей доли. Жила тетя Клава одна и зарабатывала на жизнь вязанием и шитьем. Односельчане наперебой хвалили женщину за золотые руки и природный талант. Постепенно Вика стала помогать Клавдии Никитичне, сначала выполняла простую черновую работу, потом стала браться за дела посложнее. К своему совершеннолетию девушка уже стала настоящим мастером своего дела. Так, помимо любви к русской литературе, у нее добавилось стремление к портновскому делу. Однажды тетя Клавдия усадила девушку перед собой и сказала: «Знаешь что, Викуля, ты стала мне как дочь. За эти годы я очень привязалась к тебе и хотела бы, доживая свои дни, знать, что рядом будет родной человек. Но в то же время я понимаю, что тебе нужно двигаться дальше. Поселок гибнет, и мало-мальски хорошее будущее ждет тебя только за сотни километров отсюда, в областном центре. Клавдия Никитична, ну куда же я без вас? Вы для меня единственный близкий человек, да и выросла я здесь. Так, Вика, это не обсуждается»,
С работой я вопрос решила, выбила тебе место на швейной фабрике. У меня там подруга давняя на должности мастера цеха трудится, обещала тебе посодействовать. Денег на первое время я тебе собрала. Вязание помогло, да из пенсии откладывала, тоном, нетерпящим возражений, сказала старушка. Девушка горестно вздохнула, понимая правоту слов приемной мамы. Вещи Виктория собрала быстро, взяв только самое необходимое. На перроне Клавдия Никитична обняла Вику и не в силах сдержать слез, разрыдалась. Приближающийся шум поезда привел в чувство девушку и ее мать. «Все, милая, доброго тебе пути, пиши, звони, не забывай старушку», сказала женщина, пытаясь придать своим словам радостные нотки, чтобы гнетущая обстановка расставания не так удручала Вику. «Конечно, Клавдия Никитична, обязательно», — ответила Вика и направилась к своему вагону. Из окна поезда, уносящего ее в новую, доселе неведомую жизнь, она помахала рукой на прощание пожилой женщине, заменившей ей мать. Город встретил ее гостеприимно, радушно распахнув перед ней двери всевозможных кафешек, бутиков и магазинов. На работе ее способности оценили сразу, и карьера девушки пошла в гору семимильными шагами. На удивление, Вика быстро адаптировалась к новой жизни и в каменных джунглях современного мегаполиса чувствовала себя, как рыба в воде. Однажды девушка добиралась на работу на маршрутке. Был час пик, и народу в транзитном микроавтобусе набилось, как сельди в банке. Эти 40 минут показались Вике настоящим адом. Наконец-то вот и заветная остановка. Уже на выходе из транспорта ее каблук попал в небольшую выбоину и к великому огорчению девушки оказался сломанным. Она растерянно озиралась по сторонам, не зная, у кого просить помощи. Вдруг ее под локоть взяла сильная мужская рука. Вика подняла глаза и увидела высокого молодого парня с необычным восточным разрезом глаз. «Давайте я вам помогу», — сказал он приятным мягким тенором и, держа ее за руку, проводил к ближайшей лавочке. Потом он снял с нее туфельку и помчался куда-то, как одержимый. Вика ошеломленно смотрела ему вслед, потеряв от удивления дар речи. Парень вернулся минут через 20 с туфелькой в руке. «Вот, держите, будет теперь лучше новой», — радостно произнес незнакомец. «Ой, спасибо, уж не знаю, как мне вас и благодарить», — смущенно ответила девушка. «А знаете, а давайте-ка поужинаем вместе, нормально? Это и будет плата мне за беспокойство», — рассмеялся парень, не сводя взгляд с ее стройной фигуры. «С радостью приму ваше приглашение», — ответила Вика, чувствуя нарастающую симпатию к парню. «Мне сейчас нужно бежать по делам. Давайте я оставлю вам свой телефон, а вы, как освободитесь с работы, позвоните мне, и мы встретимся», — сказал незнакомец и, быстро написав заветные цифры на блокнотном листке, протянул его девушке. «Спасибо, я обязательно позвоню», — ответила Вика и махнула неожиданному спасителю на прощание рукой. Парень, подмигнув, направился к ближайшей автобусной остановке. Девушка решила хоть и с опозданием, но все же добраться до работы. Но в этот день, видимо, посланник любви Купидон выбрал ее своей мишенью и развлекался, пуская в нее стрелы амурных ситуаций. Идя по тротуару, Вика поравнялась с огромной, словно небольшое озеро, лужей. Не успела она сделать и пары шагов, как мимо нее на полной скорости пронеслась иномарка с тонированными стеклами. Светлый плащ девушки оказался измазанным в грязи от самого верха до низа. Она, шокированная таким хамством, замерла, не в силах сдвинуться с места. Автомобиль, проехав метров 100, остановился и сдал задом назад. Дверца распахнулась, и из салона выскочил молодой светловолосый парень, который, рассыпаясь в извинениях, принял попытки очистить ее плащ от грязи. Конечно же, это оказалось бессмысленной затеей. «Так, давайте не стойте на ветру, присаживайтесь», — скомандовал молодой нахал и открыл двери автомобиля, жестом приглашая девушку сесть. Вика все еще не могла прийти в себя от случившегося, поэтому не знала, плакать ей или смеяться. Все-таки она выбрала второе и, улыбнувшись, села в машину. Водитель иномарки представился Павлом и в беседе оказался не таким уж плохим, как Вика себе его представляла вначале.
Парень притормозил у дорогущего бутика с верхней одеждой и, не слыша протестующих возгласов Вики, затащил девушку внутрь. Там он выбрал ей плащ такого же цвета, как и прежний, но только качеством в разы лучшим, чем вещь, купленная на распродаже. Да, цена его, конечно, кусалась, старое одеяние девушки он выбросил в урну. Ну что, на этом считаю наш конфликт исчерпанным. Если да, то давайте отужинаем вот в той кафешке в центре. Там отличная кухня, а я умираю от голодавика, не переставая удивляться событиям этого дня, согласилась. Она не забыла об обещании данном незнакомцу с туфелькой, но сегодня, видимо, уже не получалось. Ужин прошел прекрасно, и Павел оказался настоящим джентльменом. Подарил ей безумно дорогой букет роз и весь вечер сыпал комплиментами. На прощание он неожиданно предложил ей посетить еще одно удивительное место. Вика, уже давно махнув на все рукой, приняв его предложение. Он отвез ее в гостиницу, где снял номер люкс, со всеми удобствами. Вика была в восторге от свалившейся на нее роскоши. Это было, как в сказке. Потом Павел показал ей вид с панорамной площадки, расположенной на крыше. Оттуда был виден почти весь город, в свете неоновых витрин и огней жилых домов. На прощание он неожиданно притянул ее к себе, поцеловав в губы. Девушка не отстранилась, а наоборот обняла его, прижимаясь всем телом. Ту ночь они провели вдвоем. И впоследствии провели еще много ночей, предаваясь охватившей их страсти и любви. Их роман вспыхнул, как тысячи небесных звезд, кружа влюбленных в хороводе чувств и неземной нежности. Но, как известно, за все в жизни приходится платить, и две полоски на тесте для установления беременности немного отрезвили страстную парочку. Не переживай, Вика, все будет хорошо. Я люблю тебя и все сделаю для нашего с тобой ребеночка, поспешил успокоить ее Павел. Девушка же испытывала сильные сомнения по этому поводу. Родители ее избранника были против того, чтобы молодые поддерживали отношения и дальше. Мать Паши, Екатерина Дмитриевна, говорила сыну: «Ну где ты откопал эту портниху? Нам в роду только шви-модистки не хватало, ей-богу, и кто ее родители? Наверное, какие-нибудь ассенизаторы из колхоза города Урюпинска». Егор Константинович был целиком и полностью на стороне супруги. «Сын, пойми, она тебе не ровня. Я уже подыскал тебе отличный вариант в посольстве. Вы будете прекрасной партией, поверь мне, старому госслужащему», говорил Паше его отец, осанистый, следящий за собой мужчина лет 60. «Ну тогда я уйду из дома и буду жить с Викой», в сердцах крикнул сын, хлопнув на прощание дверью. «Не переживай, мать. Перебесится, посмотрит на взрослую жизнь, да придет обратно», успокоил супругу Егор Константинович. Но Паша не вернулся домой ни через день, ни через месяц. Собрав вещи, он переехал к Виктории в общежитие. Работу он нашел быстро, устроившись таксистом в фирму, специализирующуюся на пассажирских перевозках. Днями и ночами он колесил по улицам города, неистово крутя баранку. На жизнь денег хватало, но скоро Вика должна была ложиться на сохранение в роддом, поэтому нужно было активизироваться. Павел стал работать без выходных, беря заказы даже ночью. Это, конечно, не могло не сказаться на его здоровье, и в один из дней он, спеша на вызов к очередному клиенту, уснул за рулем, на огромной скорости врезавшись в столб. Прибывшие на место происшествия медики лишь развели руками, констатируя смерть потерпевшего. Это стало настоящим ударом для Вики, находящейся на 7-м месяце беременности. «Как же так, Пашенька? Как мне жить теперь без тебя?» Рыдая, причитала девушка похороны, слезы и осуждающие взгляды родителей Паши, полной ненависти и презрения, сделали свое дело и прямиком с похорон. Викторию увезла скорая, пережитые горе и огромный стресс последних дней вызвали преждевременные роды, врачи бились до конца и сохранили двойню, мальчика и девочку. Хоть они и родились недоношенными, их жизни ничего не угрожало, детей назвали Лена и Никита. Выписавшись из роддома, Вика вернулась в общежитие, где ей выделили отдельную комнату. Время летело незаметно, полное родительской суеты и попыток наладить свою жизнь.
Родители Паши не помогали молодой матери, виня девушку в преждевременной смерти их сына. Прошло 5 лет. Лена и Никитка подросли и превратились в настоящих ангелочков. Вика брала заказы из швейной мастерской на дом, зарабатывая на жизнь своим портновским талантом. Все бы ничего, но ее личная жизнь так и оставалась неустроенной. Однажды, в годовщину смерти Паши, девушка почувствовала себя плохо, а на душе противно заскребли кошки. Не в силах справиться с навалившейся депрессией, она открыла бутылку вина и отхлебнула из горлышка раз, потом другой. Порядком захмелев, Вика взяла детей за руки и, вызвав такси, отправилась на могилу Паши. Там она, поливая надгробную плиту горючими слезами, пила уже коньяк. Это был нервный срыв, и дети молча смотрели на маму, сидя на лавочке. Внезапно Вика поднялась на ноги и, словно обезумев, махнула на все руками и прокричала: «Да пропади она пропадом!» Жизнь такая и быстрым шагом ушла прочь. Лена и Никита непонимающе посмотрели друг на друга, надеясь, что мама вскоре вернется. Но она не пришла ни через час, ни через два. Надвигались сумерки, и дети принялись громко плакать, зовя маму. На их счастье, мимо проходил смотритель кладбища, привлеченный лаем сторожевой собаки. «Вы чего это здесь делаете, малыши?» – удивленно спросил Пафнутич. «Маму ждем», – жалобно ответили ребята. Сторож взял за руки малышей и отвел их в сторожку. Там было тепло и уютно, и дети быстро согрелись. Напоив двойняшек чаем, он сразу набрал номер ближайшего отделения полиции. Дежуривший в ту ночь оперативник на вызов среагировал быстро. Опросив ребят, молодой мужчина в штатском узнал, что их фамилия Коршуновы. Запросив сводку по происшествиям за последние сутки, он узнал, что гражданка Коршуновов попала под машину, переходя дорогу в неположенном месте. «Так, это уже интереснее», — сказал полицейский, и, выяснив, в какую именно больницу доставили потерпевшую, отправился к ней. Максим желал увидеть что угодно, даже пришествие судного дня, но только не девушку, звонка которой он ждал уж много лет и когда-то помог ей починить туфельку. Вика находилась в сознании и, конечно же, узнала его, удивленно смотря на удостоверение сотрудника полиции. «Прости, Максим, видишь, при каких обстоятельствах увидеться довелось. Если бы можно было отмотать все назад, я бы обязательно позвонила тебе тогда», — горестно сказала девушка. «Все будет хорошо, Вика, ни о чем не беспокойся, а еще лучше, выздоравливай поскорее», — сказал оперативник на прощание. Он уже узнал у врачей, что у Вики на нервной почве произошел срыв и что она совсем не похожа на непутевую мамашу и алкоголичку, да и соседи по общаге это подтвердили. Максим раздумывал недолго и принял лучшее, по его мнению, решение. Он забрал двойняшек к себе в трехкомнатную квартиру и оборудовал все для их комфортного проживания. Вику он встречал при выписке с цветами и шариками. Когда она увидела, что едет не в сторону общаги, то вопросительно вскинула брови. «Не переживай, ты все скоро сама поймешь», — успокоил ее Макс. Поднявшись в квартиру, Вика замерла от охватившего ее восторга, дети прыгали и скакали, радостно встречая свою маму. «Оставайся здесь столько, сколько нужно», — сказал Максим и слегка приобнял ее. Виктория осталась на время, но, как это обычно бывает, нет ничего времени, чем все постоянное. Через полгода Макс предложил ей руку и сердце, и молодые люди узаконили свои отношения. Родные Павла простили девушку и навещали внуков по выходным, так в жизни Вики появилось настоящее женское счастье.